Кого переподготавливаем? Нейропсихологов, и приходят к нам нейрокоучи. Мгм. Интересно, как вам видно? Интересно, как вам видно слайды? Ага. Есть те, кто знает институт, я к вам зашла. Я листаю слайды и вижу, что у вас стоит слайд. Я их уже листаю. Мгм. Немножко технически здесь мы есть неувязка. Ну, обо мне, как зав кафедрой, да, могу быть полезна, как автор программ переподготовки нейропсихологов. Мгм, мгм. Что-то пригрузится у вас. Нейрокоучей готовим. Что нас ждет сегодня? Зафиксируйте. Дайте, пожалуйста, десятку, прям что вы будете писать. Есть у вас перо и бумага. Десятку прям шлите. Что нас ждет сегодня? Главные маркеры выгорания. Вот как раз у Александры был такой спрос. А вот тут на старте как мне понять? Маркеры надо понимать. Главные маркеры выгорания. Что определяет протокол восстановления, если вдруг это уже случилось, да? Системный взгляд на психику. А почему вот этот системный взгляд на мировую психику главный фактор управления выгорания? Надо поговорить. Почему он именно? А я думала, вот работа должна быть веселая, коллектив хороший, кондиционер должен быть, а еще солнышко за окном, да? Да. Системный взгляд на мировую психику – главный фактор управления выгоранием. Поговорим о том, что первично в тенденции выгорания. Первично-то что? Несколько техник, 2, может, одну дам, 3, посмотрим по времени. Техники решения. Мгм. Контакты бы нам для связи с ключевыми экспертами кто-то скажет, да? Хорошо, дадим. Ну и хочется поблагодарить за открытость не только к теме, да, но и открытость к благотворительности. Давайте начнем и шагнем в само понятие выгорания, в понятие. Выгорание – состояние эмоционального, умственного и физического истощения, да, это состояние, вызванное чем? Стрессом, иногда хроническим стрессом. Что мы там видим? Симптоматика какая? Обратите внимание, понижение мотивации, но самое главное подчеркните, это дистанцирование. У кого из вас было то, что мы называем дистанцирование? То есть я не хочу общаться с людьми. Дайте, пожалуйста, 2 балла. Я не хочу общаться с детьми. Я не хочу общаться с сестрой. То есть до этого все было хорошо. В нашем с вами контексте я не хочу видеть никого. То есть социальное дистанцирование. Заметьте, есть в симптоматике цинизм. Да кто они такие? Да что это за предложение? Да он у Сидорова подешевле. Да вот здесь вот. То есть до этого не было, и пошел цинизм. Зафиксируйте, пожалуйста, это очень важно. Вот этот маркер, где цинизм, для меня это под 3 восклицательными знаками. Я сразу в коллективе вижу, кто пошел в выгорание. Именно цинизм. Там мало чего-то студентов, да хочу побольше. Вот до этого не было такого, и вдруг возникает цинизм. Да какой-то студент, ну тупой, да? Цинизм. Снижение продуктивности – это всем понятно. Бессонница, слава богу, тоже поняли. Раздражительность поняли. А вот с дистанцированием социальным и цинизмом мы как-то упускаем. Вот на старте можете уже себя понимать, маркеры эти чувствовать. То есть вот основные симптомы включают постоянную усталость, что не должно быть у человека здорового, да?
Если со здоровьем все нормально, а усталость продолжается, надо смотреть, тенденция выгорания, что случилось. После отдыха не проходит состояние усталости. Цинизм по отношению к работе, к коллегам, к продукту, к услугам. Ну, раздражение мы здесь уже с вами поняли. Но социальное дистанцирование — маркер красным цветом. Человек — существо социальное, он стремится в люди, а не наоборот. Хотя есть психики, которые минимизируют касание с людьми, находятся в научных лабораториях, у них определенные профессии, где минимум, да, людей, но делают, да, небольшое дело для людей. И делают спокойно по полвека, не чувствуя выгорания. С главными маркерами мы разобрались. Также отдел автоматизации, спасибо, дайте, пожалуйста, лайки. 100 баллов, что слайды выравниваются, связь начинает становиться стабильной. Спасибо за поддержку команде Дмитрия Игоревича рядом. И следующая наша тема — это тема связана с глубиной истощения, да? То есть кому-то протокол восстановления прописан на 3 дня. То есть 3 дня отдыха, сделайте нейротренировки, и вы на коне. А кому-то требуется 90 дней и целая команда наших профессионалов, 5, 6, 18 человек. То есть 18 человек помогает одному человеку. Мы часто подчеркиваем в лекторном зале, именно в лекторном зале, кто у нас учится, понимает, о чем я говорю, кто еще не учится, я подчеркну. В лекторном зале мы подчеркиваем, что люди не разные, а конкретно имеют определенные свойства психики. Мировая психика детерминирована 8-векторностью, то есть 8 психотипов ходит у вас за окном. Это давно не секрет. Первые труды сделал еще Фрейд. Он описал свойства одной психики. Это было 100 лет назад, если вы помните. Поэтому я говорю, это давно не секрет. Он описал свойства одной психики. Затем исследование продолжила команда Бориса Ананьева на кафедре Ленинградского госуниверситета с 1944 года. Психик 8, в каждой 36 свойств, точка. Так куда вы ведете? Это позволяет нам понимать желания, мотивы и способы реализации у себя, а значит, мы можем уже управлять выгоранием и у других, то есть у моих коллег, если я руководитель. И даже если я не руководитель, я все равно в коллективе взаимодействую. Мы слушаем ключевые слова человека, понимаем его желания, не дорисовывая, не додумывая с высоты своей психики, а понимаем свойства психики другого. Например, на вопрос «карьера или семья?» Вопрос «карьера или семья?» Вот 8 психотипов выражают 8 картин мира. У каждого своя правда и правдулька. И не стоит воспринимать ответ другого через призму собственных желаний. Вот так мы работаем с клиентами. Поэтому выгораем. Я воспринимаю ответ другого человека через призму собственной психики. Поэтому выгораю. А что нам это понимание дает? Если я понимаю клиента напротив, занимаясь продажами, или я понимаю своего воспитанника, работая воспитателем, что нам это дает для выхода из напряжения? Здесь все дает. То есть понимание психики другого дает все для выхода из напряжения. Ты понимаешь желания и способы наполнения собственные. Также понимаешь желание другого. Так появляется просто росток
уважение, желание, потому что ты понимаешь, и способы реализации. Ты разбираешься в профориентации, идти тебе работать зав. Кафедрой или идти работать врачом-хирургом. Ты понимаешь просто это. Профориентируешь сам себя. И если вдруг нужно помочь кому-то напротив, то ты ему даешь открытые источники, чтобы он об этом узнал. Помните, Фрейд уже 100 лет назад описал свойства психики. Из 1944 года Ленинградская школа тоже дала возможность это. Он заходит домой, через неделю он начинает тоже себя понимать. Коллектив сохранен. Выгорание понизилось, а лучше полный выход из тенденции выгорания. То есть ты разбираешься в профориентации, а главное, знаешь, какие инструменты дарят наслаждение. Человек – это принцип наслаждения. Какие инструменты дарят наслаждение в работе, когда я работаю воспитателем? Какие инструменты дарят мне наслаждение, когда я работаю плотником? С какими людьми ты готов сотрудничать, когда ты плотник? А с кем даже не стоит начинать? Это надо подчеркнуть, с кем не стоит начинать тебе, плотнику, да? Ты плотник, тебе нужен бригадир. С кем тебе не стоит начинать сотрудничать? Не стоит. Потому что ты войдешь в выгорание. Если этот бригадир постоянно будет над тобой стоять и говорить: давай быстрее, давай много, давай быстрее, давай скорее, давай. Ты просто начнешь выгорать. Так вот, дорогой плотник, надо разбираться в свойствах психики бригадира. Ну, давайте по порядку запишем то, что работает быстро в управлении выгоранием. Во-первых, ну это первое, да, первичная вибрация. Вот сейчас что-то не строится со слайдами, идет, скажем, диссонанс волновой, да, сейчас в ограничении мы все работаем, да, технологических диссонансов много, да. Так вот, первичная вибрация. Запишите, первичная вибрация. На наших курсах мы разбираем 3 волновые науки. Это и кинематика, фрактальная геометрия, квантовая физика. Первичная вибрация. В мире людей это что такое вибрация? В мире людей это что? Запишите, это смысл. В мире людей это смысл. Первично вибрация. О чем речь? Конкретно запишите, в мире людей это смысл. Вот о чем я говорю про вибрацию. Иногда студент упускает, или даже коллега. Я говорю про смысл. Итак, встанем на слайд. Глубина истощения определяет протокол восстановления. Да, мы говорили о том, что есть уровень, допустим, поверхностный, нам 3 дня техник, нейрофитнес, также нейрокоуч поработал с нами, через 3 дня мы на коне. Но есть уровни разные, да, вот уровень 2, смотрите, 90 дней нужно для изменений, чтобы выйти нам из состояния выгорания. Мгм. Мы говорили о том, что нужен системный взгляд на мировую психику. Вся мировая психика детерминирована восьмивекторностью, да. Я говорила про опыт Фрейда, а также Ленинградской школы с 1944 года, где описаны 8 психик, и в каждой психике 36 свойств. Мгм. Мы часто подчеркиваем в лекторном зале, помните, я говорила, да, что люди не разные. Ой, люди разные, прости его, ой, люди разные, забудь, да? Есть такие разговоры. Люди не разные, а имеют определенные свойства психики. Что нам это понимание дает для выхода из напряжения? В теме выгорания, управления выгоранием. Здесь она дает все. Ты понимаешь свои желания, способы наполнения, и ты разбираешься в профориентации. Помните, мы говорили, да? Также ты знаешь, какие инструменты дарят наслаждение в работе, а главное, с какими людьми ты готов.
сотрудничать, а с какими лучше не начинать. Подчеркните, вы уже это писали, но подчеркните, а с кем даже не начинать. И мы пошли прямо по порядку и записали, что работает быстро в управлении выгоранием, что работает быстро. И мы зашли в науку, допустим, в тематику, поизучали ее месяц, два, второй год, второй, и поняли, что первичная вибрация. Подчеркните, в мире людей это смысл. Здесь мы с вами сделали технический перерыв и продолжаем. Это смысл в мире людей. Все начинается с выбора. Все начинается с выбора. И обратите на слайд, что пока не активирована сеть значимости, исполнительская сеть работать не собирается. Пока не активирована сеть значимости, исполнительская сеть работать, я про мозг говорю, мозг. Сеть значимости не активирована, нейронная сеть, исполнительская сеть не собирается идти на работу. Я не хочу туда идти, я хочу постоянно на обеденных перерывах быть. Или если она будет работать, исполнительская сеть, то будет работать неэффективно. Запишите, без смысла любое действие создает напряжение. Без смысла работать очень тяжело. Следующий слайд у вас. Замените «я должен» на «я выбираю». Я выбираю. И что важно выбрать нам на старте действия? На старте. Нужно встать и сделать. Я выбираю, мы говорили, смысл и роль. Проще сказать, спросите себя, зачем я это делаю, и выберите роль наблюдателя. Я выбираю роль наблюдателя. Я выбираю роль исследователя. Я выбираю роль счастливого управленца. Подчеркните, пока не активируется сеть значимости, исполнительская сеть не будет делать. Вы начинаете чувствовать ощутимое напряжение. Зайду к вам, дайте, пожалуйста, 5 баллов, что у вас работают слайды. Спасибо, Дмитрий Игоревич, он поменял нам фигуры на шахматной доске, и вот слайды уже, они листаются, я так думаю. Следующий блок информации. Химия тела. Пойдем сюда. Химия тела. Химия тела ваша убивает или исцеляет вас? Химия тела убивает – это когда гормоны недовольства. Я недоволен. Помните цинизм? Цинизм не сам по себе проявляется, это всегда подкрепляется химией тела. Я когда циник, у меня определенная химия тела. Я когда в отдаче, это определенная химия тела. Итак, химия тела убивает тебя или исцеляет? Исцеляет гормоны радости. Подчеркните то, что приходится делать долго, пусть это приносит удовольствие. Таков эволюционный замысел, я бы даже сказала, эволюционное требование. То, что приходится делать долго, пусть приносит тебе удовольствие. Вот такое вот правило, вот такая игра, такое требование в эволюционном плане. Здесь снова понимание свойств мировой психики, основа. Почему мировой психики? Вот давайте немножко здесь поставим, немножко даже как-то отдохнем. Почему мировой психики? Почему я так говорю? Ну, потому что вы работаете в международной компании, допустим, и к вам придет сделать сделку китаец, завтра с Африки. Вы видите тенденции развития вашей страны с БРИКС. Поэтому видеть надо мировую психику. Здесь понятно? Дайте, пожалуйста, 9 баллов про мировую. Почему я говорю мировой психики?
Потому что я сразу смотрю, что воспитатель, который работает в детском садике, делает работы, повышает свою квалификацию, у нее уже высшая квалификация, да, она участвует в конкурсах, и этот конкурс говорит с Финляндии: напишите, пожалуйста, на английском языке. И она пишет свой проект на английском языке. Вот я о каком воспитателе говорю. И в каждом слушателе у нас здесь, или педагоге, или руководителе, я вижу это. Человеку интегрироваться нужно в мировое сообщество. Вот почему я здесь держу акцент в смысле мировая психика. Мгм. Есть девяточки, да? Здесь понимание свойств психики, мировой психики – основа. Маленький аргумент, сноска, чтобы подобрать дело согласно своей видовой роли. Это если просто сказать. Чтобы подобрать то дело, которое согласовывается со свойствами психики. Ну, в скобках можно написать «видовая роль». Если я родился плотником, не надо из меня делать олимпийского чемпиона. Если у меня есть свойства олимпийского чемпиона по плаванию, не надо меня отправлять работать педагогом младших классов. Здесь понятно? 8 баллов киньте, пожалуйста, в теме видовой роли. Я просто показала плотник, который не займет пьедестал олимпийского чемпиона, что принесет ему тоску, печаль и апатия. Кто не хочет занять первое место, если вложил полжизни на это, да? А как раз олимпийскому чемпиону не надо идти работать в младшие классы педагогом. Восьмерки есть. Это про видовую роль немножечко мы отступили с вами. Для чего мне понимание свойств мировой психики и почему это основа? Чтобы подобрать дело, запятая, увлечение, запятая, хобби. Что бы я ни хотел подобрать, мне нужно подобрать согласно видовой роли. Даже если я решила себе подобрать, или я ищу подругу. Я ищу себе 3 друга, 4 подруги. Я хочу дружить парами, да? Вот чтобы это сделать, нужно понимать свойства психики. Что говорить нам про работу, где идет тенденция выгорания? Или вы хотите просто ее избежать? Человек просто хочет найти подругу себе. У нее 2 подруги, сменила место жительства, уехала за рубеж, хочет еще себе 3-4 подруги. И вот даже здесь, чтобы не устать искать друзей, выгорел, друзей искать выгорел, нужно понимание свойств психики. Иначе человек не может подобрать себе подругу, найти и определить даже ее. Среди целого потока людей, которые выходят из метро. Он не способен выделить, кто подходит на роль подруги. А если жены? А если жены? Хорошо. Немножко здесь мы постояли, что свойства психики изучать, понимать – это важно. Причем каждому старшекласснику в 9 классе. Я к вам иду мигнуть слайдами. И вот ваш слайд, наш слайд, где мы с вами поговорим. Не позволяйте мозгу вас запутать иллюзиями. Напишите: не позволять мозгу запутывать иллюзиями. У нас на кафедре есть потрясающий курс, который вы способны пройти за 4 дня. Твой мозг – твоя вселенная. Дайте, пожалуйста, модератор, кто у нас, может, в плановом, дайте, пожалуйста, ссылку или QR-код, что есть. Где взять? Твой мозг – твоя вселенная. 4 дня. Тема крупная. О том, как мозг дорисовывает картинки. И вы их реально видите. Как он дослушивает, мозг дослушивает. То есть человек это не сказал, а вам эхом это слышно. Как мозг додумывает. И он опирается иногда, а сегодня все чаще, на неэффективные паттерны, которые уже не актуальны на современном ландшафте. Опирайтесь на 30-летний опыт ключевого эксперта России и получите допуск к курсу
Пройдите его за 4 дня. 4 дня. Это дает выход из напряжения, связанного с выгоранием, либо вы просто говорите: "Я профилактику сделаю по стрессоустойчивости". Для профилактики идеально по стрессоустойчивости. Ну и понятно, все это связано с выгоранием, с прокрастинацией, с ленью, с апатией. Вот выход оттуда позволяет сделать этот курс. Твой мозг, твоя вселенная. Мгм. Спасибо. Есть. Здесь еще постоим немножко. Твой мозг, твоя вселенная. 30 лет исследований. До сих пор эксперт бодр, ходит по горам Тибета. Заберите, пожалуйста, эту возможность. Вот вам QR-код. Я зайду сейчас к вам в учебный класс. Дайте мне, пожалуйста, пятачок, 5 баллов, что да, есть. Видим, все это у нас на столе рабочем. Забрали. Где этот код? А если вы эксперт, возможно, вы работаете на кафедре или вы студент, тогда вы берете инструменты, вот эти ссылки для работы с другим. То есть себе в отдельную папочку сохраняйте. Очень удобно сделано. Спасибо. Команда Института гуманных технологий сделала нам эти слайды. Спасибо большое за поддержку, технологическую поддержку. Спасибо огромное. Мы идем дальше. Вот такой у нас блок огромный, огромный. Организуйте свой хаос через жесткие слоты. Если сказать просто, чувствуйте время. Напишите. Нужно чувствовать время через организацию мозга. Как мне его чувствовать? Организовывай мозг. И как мне это делать? Что за слоты, что за слово? Пакетирование времени сделайте. Ну, например, вы работаете с детьми в школе, в садике, где там центры развития много у нас, да, вы врач, топ-менеджер, либо развиваете там инфраструктуру, может быть, строите объекты. Студенты у нас строили Домодедово в свое время, да, ну вот. То есть живете жизнью среди людей. Ну вот, например, вы делаете час ответов для студентов, час ответов для коллег. Определили? Определили. И 20 лет вы работаете, 20 лет у вас есть этот час ответов для коллег или для студентов. Полчаса чтения по средам и воскресеньям утром в 9 поставили. Вы 40 лет читаете, и это всегда среда и воскресенье в 9 часов. Мы не против, чтобы вы читали, когда хотите. Сейчас идет разговор про организацию ума. Дайте, пожалуйста, лайки или 2 балла, что вы поняли, про что я говорю. Я говорю про организацию ума. Я про то, как чувствовать время. Читать вы можете, когда хотите, но есть у вас определенный слот. Это среда и воскресенье утро в 9:00. 30 минут заложено, полчаса. Спасибо за обратную связь, если вы даете ее. Допустим, вы пишете пятиминутка в деканате. Когда эта пятиминутка в деканате? С 10 до пол-11, до 5 минут 11. Там вы смотрите, как идет ваша работа, отвечаете на вопросы, 5 минут достаточно. Вышли из деканата. Следующий, допустим, слот, субботник. Всем нужно убираться онлайн, да, условно говоря. Когда у вас уборка онлайн? Допустим, суббота с 10 до 10:40. Я в интернете 57 лет, говорите вы, все 57 лет я убираюсь с 10 до 10:40 по субботам. Вы можете убираться, когда хотите, когда у вас настроение поднялось, но слот у вас стоит. Мгм. Вы не любите гладить пододеяльники, это вы просто не организовали свой мозг. Если он знает, что он гладит пододеяльник в пятницу, и это занимает 30 минут, как уже 60 лет, он никогда не устает. Что для него гладить пододеяльники? Мелочь для нашего великолепного, могущественного мозга. Проверка домашних заданий есть, да, у вас? Вы работаете с клиентами, проверка домашнего задания. Вы же нейрокоуч или нейропсихолог.
Вот, с 18 до 19, точка. Наступило другое время, я не проверяю домашние задания. Здесь дайте еще раз 5 баллов, вы поняли, о чем идет речь, где написано пару вальсов на рутину. Что это такое? Вы включаете потрясающую музыкальную композицию «Вальс цветов», включаете только 2 раза, да, и вот она, уборочка в ванной закончилась по пятницам с 9:00. Я убираюсь, когда захочу в ванной, Вера Михайловна, так я не возражаю. Но спакетируйте время для мозга, чтобы оно было постоянным. И вы увидите, какой, во-первых, какая по эффективности будет уборка. Это во-первых. Блеск поднимется 100%. Во-вторых, вы не будете уставать. И когда вы хватаете, не дай бог, инструменты для уборки спонтанно и делаете это постоянно, ну, не жалуйтесь, что вы выгораете. Но мы-то про выгорание в деле, я надеюсь, да, хотя я охватываю другие сферы жизни. Дайте, пожалуйста, а, дайте, пожалуйста, реакцию. а, 15 баллов что-то нравится, что я и сферу, допустим, дома, семьи, быта. Хотя я веду линию-то про выгорание в деле. Там все надо пакетировать все время. Там нужно очень четко понимать уровни, уже на которых ты находишься. Там нужно понимать мировую психику. Ну и все, что вы услышали, в таком аспекте, как первоисточник. Что является первоисточником. Помните смысл, помните вибрация и, конечно, ваша роль. И все это связано с выбором, даже если вы хотите погладить пододеяльник. Окей, идем дальше. Вот такая тема — киберпсихология и объем внимания. Ну что, интернет требует больше слотов внимания, да, чем физически способен обработать мозг? Заметили? Подчеркните, освободи свое сознание. Как мне освободить свое сознание? Понимая, что такое объем внимания. Что такое объем внимания? Ну что, объем внимания у нас определяется чем? Сколько объектов я могу одновременно что? Воспринять. Сколько объектов? Пишите. Одновременно сколько я объектов могу воспринять? Объем внимания. В среднем. Ну, отлично. 6 кто-то пишет, 4 кто-то пишет, да? Молодцы. Объем внимания, сюда идем. Есть такое число Миллера, подчеркните, 5-7 элементов одновременно. Причем 6 предметов — это очень высокий показатель. То есть вы такой спецназ, да? 6 предметов можете воспринимать. То есть это выше среднего сегодня. Итак, жесткий контроль экранного времени. Вопрос номер 1. Почему? Сейчас зайду к вам в класс. Смотрите, объем внимания, вот пример вам. Сейчас у меня. Вы написали 4-6, да? Миллер это как-то тоже доказал, мировое сообщество ученых приняло, и вот смотрим сейчас на меня. 6 объектов. Ну вот смотрю сюда, да, написанный киберпсихология, объем, смотрю сюда на эту картинку. Затем включаю еще одну вкладку. Затем смотрю, вот здесь вот есть Александра, Ольга в зале сидят, да, воспринимаю одновременно, да. К чему я это веду? Если я до того, как идти на этот эфир, сидела в ТикТоках, или как это называется, в Инстаграмах, и все, что связано с восприятием объектов на голубом экране, то потом не жалуемся, что я вообще ничего не могу тут в 6 вкладках разобраться, когда надо, в дополнительных программах. И все это вы видели за 4 минуты. То есть полностью убрали все программы, которые запустили эфир, и поставили новые. Да? Объем внимания. Нужно понимать, что это такое, чтобы не выгорать. И поэтому нужно освободить этот объем, чтобы было место для этих 6. У меня есть место для 6 объектов. А если там все занято, то я включаюсь в эфир
там что-то происходит, какой-то технический сбой, и я нервничаю. Места нет. Так идите тренируйте объем внимания, потом придете на эфир. Если вас так сильно напрягает технический сбой. У меня сейчас по техническому сбою много приходит людей, которые вот у меня вот здесь выгораем, меня напрягает, вот здесь не работает. Ой, мой хороший, если технический сбой вас напрягает, а как вас рождение третьего, четвертого ребенка, может быть, второго, может быть, пятого? Как дальше-то будете, если технический сбой в интернете вас напрягает? Объем внимания. Вопрос здесь. Чем вы заняли 6 ячеек, ну, условно говоря, своего внимания? Заняли? Ну, потом не жалуйтесь, что кричите на ребенка, потому что все 6 заняты, а ему места там нет. Жесткий контроль экранного времени, чтобы освободить сознание. Дайте, пожалуйста, 100 баллов, что здесь важно. Что-то было 90 не очень, 50 ничего важного не вижу. По 100-бальной. Жесткий контроль экранного времени, чтобы освободить объем внимания. Жесткий диск освободить. И этот жесткий контроль экранного времени, сразу подчеркнули, возможен только через понимание киберпсихологии. Все остальное будет насилием. Выключил, забрал компьютер, выкинул смартфон, я у своего ребенка все отняла. Это насилие. Понимание киберпсихологии позволяет жесткий контроль экранного времени делать мягко и даже с улыбочкой. Выделите пару дней на просмотр фильма «Социальная дилемма». Кто посмотрел, посмотрите 7 раз. На 7-й что-то станет понятно. Так работает мозг через повторение. «Социальная дилемма» и книга «Освободи свой мозг». И книга «Освободи свой мозг». Ну что, снова отдел автоматизации помогает нам, Институт гуманных технологий. Возьмите фильм. А я смотрел фильм. Так возьми QR-код, чтобы другому QR-код дать. Смотреть фильм и скачать книгу вот здесь. Если вдруг полезен сам этот момент, что здесь QR-код, я всегда восхищаюсь, когда делают слайды команда с Института гуманных технологий. Никак не могу привыкнуть, сколько уже лет, да? Сколько десятилетий, можно сказать. Это уже второе десятилетие идет. Я всегда восхищаюсь, когда вижу QR-код или какую-то ссылку. Удобно работать. Это связано с управлением выгоранием, конечно. И QR-коды, и удобно сформулированные ссылки, чтобы ничего не повторять по 5 раз. Посмотрите фильм, скачайте книгу и дайте мне в вашем зале, где круглый стол, 6 баллов. Забрали. Я увижу, что вы взяли, и таким образом я переключу, подождем еще ребят, пусть возьмут, и я включаю следующий слайд. Есть шестерочки, даже эти шестерочки, ну, вы знаете, в разных этих технических пробках радуют. Забрали QR-код. Конечно, делитесь данным форматом, делитесь с другими, чтобы понимать киберпсихологию, управление выгоранием через понимание киберпсихологии. Я вот о чем. Ну хорошо, у нас есть с вами тезис, да? У нас есть с вами предложение через жесткий контроль экранного времени идти. Ну, давайте маленький пример хотя бы, Вера Михайловна. Ну, что такое жесткий контроль? Ну, может, я вообще не могу это, да? Ну, давайте, вот программа понижения цифровой зависимости. С 21 часа выключай Wi-Fi. Проверено уже с 2006 года. Тогда мы работали через телефон. Помните, через провода телефонные? Да? С тех еще времен проверено. Значительно понижается цифровая зависимость с 21:00, если выключать Wi-Fi.
При приеме пищи отключаем. Также очень хорошо работает пакетирование времени пребывания онлайн. Для мозга это команда, и он ее понимает. Пакетирую время пребывания онлайн. Что есть еще? Расширю увлечение оффлайн специально. А как я буду расширять? Вот здесь вам подсказка. Увлечение, хобби, да, увлечение в реальном мире. Согласно свойствам психики. Подчеркните. Согласно свойствам психики. Подчеркните. Давайте немножко здесь дам вам пару ключей. Не надо идти на аэро-йогу, висеть вниз головой, если ваша психика создана для того, чтобы делать гончарное дело. Поэтому с кружками не запутайтесь, пожалуйста, а то можно так записаться на увлечение, что это даст обратный эффект. Дайте, пожалуйста, 4 балла, что вы поняли, что с увлечениями та же история, где есть детерминация, восьмивекторная увлечений. Если вы не созданы, то есть у вас свойства психики не могут себя чувствовать, вот свойства в психическом я не получаю удовольствия, когда у меня быстрый бег, не получаю удовольствия, наоборот, я какая-то разбитая становлюсь, да. А когда ходьба, хорошо. Надо знать, идти или бежать. Каллиграфия. Есть психика, которая не может без каллиграфии. Если вдруг эта психика забыла про каллиграфию, лучше уже идти вчера. Йога. Казалось бы, вот направление йога, все идут, да? Ничего против йога не имею. Но все направления, даже очень много ответвлений, все это детерминировано восьмивекторностью. Нужно очень четко понять. Вот это вот все пилатес, да? Вот такое все медленное, вот такой цигун, да? Или вот это вот все, вот это вот, вот эти вот асана, вот это вот все прочее, вот это вот гнуться, вот это, да? Ритмика есть еще. Надо знать, куда идти. Хобби в реальном мире согласно свойствам вашей психики. Это все программа управления выгоранием. Но челленджи. Часто челленджи бывают платные, да, всяко разно называют. Марафоны, то, другое. Это не просто так. Тенденция с 2019, когда пришла пандемия. Человек– существо социальное, его надо объединить с людьми. Мозг видит людей, и эффективность повышается работы мозга, когда он видит, что он живет среди людей. Найдите для себя подходящий челлендж по понижению цифровой зависимости, по цифровому детоксу. На кафедре полно. Вот как раз в этом направлении есть бесплатно разные челленджи: и приседать, и танцевать, чего только нет, и нейробика. Просто нужно увидеть. Не всегда это прям вот день и ночь, каждый день вот раз и увидели, что вот сейчас идет челлендж, где есть зарядка для глаз, затем приседания, а затем планка. Вы выполняете 3 этих задания, получаете свой дофамин, и вот вам, пожалуйста, выход из выгорания. Дайте 3 балла, что здесь вы что-то забираете. Что да, челленджи надо подобрать под свой характер, под свою психику. 20, 10, 5 дней постоять в этом челлендже, и вы почувствуете потрясающее изменение. Ну вот, сфотографировали, надеюсь, да, протокол цифровой гигиены. Он работает с 2006 года. Можно писать по одному этому слайду целую диссертационную работу в добрый путь. А мы идем с вами дальше. В методичке есть пара учебных планов. Дайте, пожалуйста, по 8 баллов, кто видел уже. Здесь не все студенты, да, среди вас, а, возможно, есть тот, кто не учился у нас. Есть пара учебных планов. Какие? О деструктивности человеческой, анатомия деструктивности человеческой и природа страдания. Дайте по 8 баллов, что да, вы видели. Вот эти темы освоить разумно, с опорой на системное видение.
Анатомия деструктивности человеческой и природа страдания. Восьмерочки есть. Кто не в теме, так сказать, этих планов, да, мы смотрим, почему человек входит в деструктивность. Да? Ну, например, у него есть конформность. То есть он зашел в эту тенденцию, делает так, как делают другие. Все пошли адвокатами работать, и он пошел адвокатом работать. Все пошли в стоматологию, и он пошел. Все пошли в хирургию лица, и он пошел. Угу. Там хорошо, говорит, платят. Конформность. И есть такая точка входа в деструктивность. Это отказ от свободы. Да? То есть снятие ответственности. И вот как только сняли ответственность, это не я взял деньги, это мне шеф сказал не учитывать в бухгалтерии. Да? Снятие ответственности, побег от свободы. Сразу же входите в деструктивность. И так далее. Научный труд и легендарный труд классика «Анатомия деструктивности человеческой». Здесь надо обратить внимание на выход. Всего 3 точки выхода. Эрих Фромм, наш любимый классик, да, дал нам опору. А как выходить-то из деструктивности? Тебе нужна мысль, а не автомысль. Тебе нужен труд, согласно твоей видовой роли. Дополняем мы с Ленинградской школы, да? И тебе нужно любить, ну, в смысле, свое дело, то есть видеть смысл. Но и любовь – это не просто слово, это целая формула, где есть цифры, например, 250 Гц у вибрации и так далее. Разверните эту тему, посмотрите, достаточно 3 дней, и это дает прям свет, луч света в конце туннеля, выход из выгорания, либо вы туда не заходите вообще. Также природа страдания. Природа страдания опирается на 4 точки, да? Карта, дорожная карта, там, где рождается страдание, да? 4. И, конечно, ограничение пространства, исследования в зоопсихологии нам показали. Ограничение пространства – это точка номер 1. А состояние получения непрерывное и нет состояния отдачи – это точка номер 2. Конечно, если в точка 3 и 4, обязательно об этом узнаете. И для этого достаточно 4 часов. И вы понимаете природу страдания. Когда вы понимаете анатомию деструктивности и природу страдания, то вы получаете следующий кусок свободы от выгорания. Подчеркните. Понимание 2 этих тем дарит новую порцию свободы от выгорания. Другого варианта нет. Понять анатомию деструктивности человеческой, то есть собственной, а значит собственной. И, конечно, природу страдания. Вы смотрите на эти 4 точки на карте дорожной, и вы начинаете работать. Подчеркните, с другими. И с другими тоже. Вы начинаете работать и с другими тоже. Без всякой магической концепции. Без карт Таро, без нумерологии. Вы опираетесь на нейронауку, а также на труды ученых общей психологии, научной психологии. Ну, хорошо. Посмотрели 2 темы, где надо вам зафиксировать свое внимание, если вы еще не сфокусировались. И мы посмотрим вот такой слайд. Есть то, что дает устойчивый эффект. Есть то, что дает устойчивый эффект. Да, подчеркните, психологическая грамотность. Именно она дает устойчивый эффект, чтобы управлять нам выгоранием. Но мы знаем, допустим, психологическая грамотность она состоит на исторической грамотности, нет? Ну и так далее. Психологическая грамотность. У нас есть 2-месячный курс.
Двухмесячный, всего 2 месяца. Вот у меня не было психологической грамотности, через 2 месяца есть. Двухмесячный курс, называется он «Квант роста». За крайние 3 года показывает высокую эффективность. Немного цифр. Из 50 студентов 92% освобождаются от тенденции проваливаться в выгорание. Живые лекции и переквалификация, кому-то дипломирование и даже защита первой или второй ученой степени. Квант роста – это раз, да? Домашнее обучение, живые лекции, сертификация или дипломирование. Причем сообщество как инструмент иммунитета. Есть иммунитет мозга, отдельно иммунитет мозга. Но мы говорим иммунитет социального здоровья. Здоровье же у нас есть. Ну, разные виды, да, здоровья. Вот есть социальное здоровье, вот иммунитет. Люди нуждаются в людях. Более гармоничная практика возможна в среде единомышленников. Так работает мозг. Помните, я говорила вам, курс о мозге, твой мозг, твоя вселенная, плюс сообщество, устойчивый эффект. Либо курс по нейропсихологии, вот ссылка, да, плюс сообщество, устойчивый эффект. Ну. Мгм. Расширить знания по общей психологии. Есть у вас, чтобы научная психология, не нейропсихология, а научная психология? Да, отдельно есть. В удобном ритме можно заниматься на экспресс-курсе, то есть очень быстрый. Это домашнее обучение, в конце сертификация. Но если вы в удобном ритме идете по экспресс-курсу, еще идете на, допустим, курс о мозге, да, то вообще эффективность возрастает, потому что вы отдельно мозг изучаете и психику. Занимаются дома студенты и посещают лекции. Через 2 месяца все технологии по управлению выгоранием на рабочем месте специалиста. Если я начну сейчас их перечислять, это займет 3 месяца. А у нас с вами, даже с техническими перебоями, время подходит к концу. Время подходит к концу. Мгм, мгм. Здесь есть у нас снова современный формат упаковки решений, да, посмотрите QR-коды, да, записаться на курс нейрокоучинг, фотографию делайте, курс «Твой мозг, твоя вселенная», фотографию сделайте QR-кода, да, сознание, поведение бессознательное, 3 эпохи в 6 часах экспресс-курса, сделайте фотографии. Если это у вас уже на рабочем столе, если вы работаете с людьми, дайте, пожалуйста, сигнал: 100 баллов я забрала это. 100 баллов я забрала это. Я больше не буду думать, где ссылки, я не буду думать, что же давать клиенту. Я скажу: вот тебе сюда нейропсихология, первый QR-код, второй – изучи мозг за 4 дня, и третье – вот, пожалуйста, 6 часов и научная психология. Есть сотки? Соточки есть? Есть, да, 100 баллов есть, кто-то забрал. Я еще здесь немножко постою, чтобы сфотографировали или уже даже через QR-коды открыли ссылочки. Оля есть. Еще постою немного, не спешим. Я помню, в свое время очень медленно работала с этим форматом, именно QR-код. Очень медленно. Все это надо четко сделать. Поэтому постоим немножко. Ну, итоги круглого стола. Если вы вдруг что-то упустили, сразу же сигнал дайте там, где круглый стол у вас, в этом кабинете, да, и я увижу ваш вопрос. Итоги круглого стола. Что мы сегодня? Мы посмотрели с вами, что смысл. Смысл существует, и это наша основная сила. Там, где человек оторвался от животного. Смысл усиливает нас. Второе. Химия тела – это не просто слово для микробиологов или врачей, которые нам дают направление идти в лабораторию или делать УЗИ. Нет. Это очень крупный приоритет в жизни каждого человека. Химия мозга, химия тела – это очень важно. И деятельность желательно, чтобы вам нравилась, приносила удовольствие, как и увлечение, как и общение, и как и
обычная уборка в доме. Третье — гигиена. Гигиена есть у нас цифровая, у нас есть эмоциональная гигиена, да, у нас есть ментальная гигиена, но здесь конкретно гигиена связана с пакетированием времени и цифровой детокс. Это работает очень сильно для управления выгоранием. Ну и, конечно, непрерывное образование, особенно семейное, это ваш серьезный козырь. Обратите на это внимание. Настройте специалистов, наставников, преподавателей, экспертов, тренеров таким образом, чтобы у вас четвертый пункт был на самом высоком уровне. То есть системное обучение — это о чем? Это когда обучение настроено согласно психике вашей, затем согласно психике вашего супруга, вашей жены. Следующий блок. Для сына он идет на лыжи, а вот это для дочки. Она идет в гончарную школу. То есть системное обучение — это когда вы учитываете не то, что нравится соседу и показывает телевизор. Все пошли на программистов, вы помните? Да, это не системное обучение, потому что 20 лет назад мы знали, что программисты останутся без работы скоро. Системное обучение согласно психике человека и пониманию тенденций современности. Здесь немножко давайте остановимся. Благодарность, что вы так внимательны. Системное обучение. У меня есть свойства психики, как у завкафедры. Да? Поэтому я разговариваю о нейропсихологии. У меня есть свойства. Но также есть тенденции современности. И сегодня создается второй мозг Радыгиной Веры Михайловны. Второй мозг. Чтобы этот мозг второй с опорой на искусственный интеллект работал без зависимости от химии тела. О чем речь? Я провожу интервизию. Пришли 20 человек. У одного алкоголики, у второго трудоголики, у третьего разводятся, у четвертого дети не могут сдать ЕГЭ. Я нахожусь в химии тела, разочарование, потому что полчаса назад увидела, что что-то произошло на дороге страшное. Соответственно, химия тела не дает мне дать рекомендацию профессиональную глубоко. А вы согласны, что частота чистоты не будет высокой? И я разочарована. Была ситуация, где я, скажем, получила кортизол или норадреналин. И вот с этим кортизолом, норадреналином я иду на консультацию. Трудно мне? Очень. Допустим, мне трудно в классе для младших школьников. Дома у меня зарплата низкая, никто меня не ценит, я не замужем развелась. И вот я выхожу в первый класс. Химия тела мне мешает. Да? Так вот создается второй мозг, возвращаемся к завкафедрой. Когда мы рассматриваем алкоголиков, трудоголиков и тех, кто разводится, и даже уже собираются вешаться. Я даю рекомендации не столь глубоко. Я это знаю и чувствую как профессионал, и я говорю, чуть позже я дам вам через 15 минут протокол более глубже. И я обращаюсь. Всю эту информацию, это видео я отдаю искусственному, большой языковой модели, но она конкретно мозг Радыгиной. Я отдаю все, что есть про трудоголик, все, что вы сказали, или 12 человек сказали, или какой-то консилиум, и он выдает протокол вот такой. Я отдаю это каждому, и дайте, пожалуйста, 12 баллов, что это круто. То есть есть мозг, который не зависит от химии тела. Он работает четко, слаженно, без человеческого фактора под названием предубеждение, без кортизоловых зависимостей, без зависимости от каких-то химических, от сигарет, от кофе. Вы представляете, какой второй мозг может быть, если он обучен в достаточной степени, у него есть данных о Радыгиной номер 1. Если вы там крутизна, дайте, пожалуйста, по 12 баллов. Возможно, кто-то даст и салют, но я уже это использую. Это работает крайне мощно в смысловом поле. В смысловом поле. Так вот, это системное образование я получила про искусственный интеллект, который поможет мне делать интервизии. Это система? Да, везде искусственный интеллект заходит. Но если я буду только сидеть и писать примерчики в столбик, тренируя мозг,
и разгадывать кроссворды, против этого я не имею ничего. Ничего не имею. Я, наоборот, наверное, чаще всех здесь разгадываю кроссворды и делаю математические зарядки. Но ребенка своего я отдала в школу, где современные технологии и искусственный интеллект натаскивает, я называю это, да, тренирует мозги младших школьников. А теперь ты ответь, а теперь ты ответь, а теперь ты ответь, посчитай на ментальной арифметике вот с этой аппаратурой, сколько будет 65 минус 12 плюс 17 и минус 145. И дается 1,5 секунды на ответ. Да? Технология или нет вот эти вот счеты? Ну, конечно, технология современного ландшафта. Здесь, я думаю, мы немножко постояли, что такое образование, где именно системное обучение и сообщество. Если у меня нет сообщества, которому я могу сказать, что мозг номер 2, который создается рядом с вами, это круто. И есть люди, которые способны это понять, они тоже это около себя создают, это делают и это воспринимают с позиции гуманной и смысловой. И у меня нет такого сообщества, то тогда зачем вся эта здесь суета вокруг искусственного интеллекта? Видите, какое место занимает сообщество? Важно иметь сообщество, с кем ты это обсудишь. Помните, интервизия, специалисты, нейрокоучи, нейропсихологи, которые ведут консультации, им нужны глубокие протоколы. Помните, это же сообщество. 100 баллов, что здесь вы что-то забираете, что непрерывное образование, семейное, оно должно быть системным. И не просто так, я такой молодец, и у меня есть образование, а сообщество у тебя есть? Нету. Ну, хорошо, тогда это не системное образование. Системное образование, когда ты поговоришь с определенным, ну, скажем, количеством людей, и люди дадут обратную связь. Окей. Хорошо. Это сегодня у нас было за круглым столом. Но что было самым полезным для вас сегодня? Что было самым полезным для вас сегодня, смотря на эти 4 блока, которые мы с вами подняли, блока информации, да? Возьмите микрофоны, скажите, будьте добры, что было для вас сегодня полезным. Я пойду, наверное, в Иркутск. Они дальше всех, и у них там прохладнее всех. Будьте добры, Елена, что было для вас сегодня полезным? Подальше загляну. Иркутск. Добрый день всем. Кому-то вечер добрый. Все я забираю сегодня, все 4. Но вот самое, да, я понимаю, что надо выбрать, что я забираю. То это мне вот это вот номер 3, пакетирование времени понравилось. Спасибо большое, спасибо большое. Слышим, там даже есть рядом кто-то из семьи. Замечательно, что они слушают вас. 3, где пакетирование времени. Идете чувствовать время в добрый путь. Давайте пойдем сразу там, где тепло, сразу туда, где где холодно. Сейчас, наверное, свою температуру нам покажите. Наверное, 36 минус, может быть, и 40 у Елены, да? Давайте пойдем туда, где жарко, совсем другое тоже время. В Пхукет потеплей. Будьте добры. Александра, что забираете как самое полезное? Всем здравствуйте. Вера Михайловна, благодарю за эфир. Я его очень долго ждала и дождалась, поэтому я забираю все, естественно. Но могу выделить, да, что я себе взяла симптоматику обязательно, и у меня все хорошо, как оказалось. И подчеркнула себе, с кем сотрудничать, а с кем не начинать. То есть это себе и в работу я буду брать в дальнейшем, в будущем. И по поводу глубины истощения, там, по поводу 3 дней отдыха и 90 дней изменений. То есть тоже нужно иметь в виду, как инструмент беру, да, себе. Организуйте хаос через жесткие слоты. То есть так как я сейчас занимаюсь, да, планирую время, то вот это очень полезная вещь. Тоже беру с собой. Спасибо. Хорошо. Давайте мы заглянем к педагогам. Возможно, есть профессионалы педагогики. Я некоторые знаю, что здесь есть. Будьте добры, Ольга. Что берете по итогу круглого стола как самое полезное? Возможно, удастся озвучить. Мы заодно проверим, как у вас там связь. Ольга Атапина.
Вот, я хотела спросить, здравствуйте. Но для меня опять, ну, беру все вообще, здорово. Я в первую очередь я очень рада, не думала, что успею, поэтому просила запись, а у меня все получилось, значит, так нужно. Вот. Возьму с собой все. Я еще раз для себя подчеркнула, что работа должна быть согласно видовой роли. На себе это прочувствовала максимально и прочувствую до сих пор. Ну, пакетирование времени, да, это самое-самое. Время и да. Спасибо, что вы приоритет почувствовали, и вы с нами. Запрыгнув, может быть, и в последний вагон. Была техническая у нас перерывчик технический, да. Может быть, и это сыграло на руку. Мы пойдем посмотрим, есть ли у нас еще здесь те, кто время есть. Анастасия Хазиева. Чтобы вы отметили, как самое полезное. Будьте добры, связь проверим. Добрый вечер, благодарю за эфир, Вера Михайловна. Для себя отмечаю, что без смысла любое действие создает напряжение, и вот красным выделила включение сети исполнительской, только через включение сети значимости. Важный для меня факт. И пакетирование времени, соглашусь с коллегами, тоже очень нужный инструмент в практике. А так беру все, спасибо, очень структурно, системно, и большая картинка сейчас видится, как работать с собой и, соответственно, передавать другим. Благодарю. Спасибо большое. Заглянем к Елене Кишкович. Будьте добры, если я правильно ответила. Проверим связь. Что полезно? Здравствуйте. Мне очень понравилось это список предметов, то есть внимание, которое можно направлять куда, и заинтересовал второй мозг. Благодарю вас. Так, про объем внимания уловила, но спасибо ключевому эксперту. Пойдем на кафедре. Ольга Викторовна в ТОПСе. Что-то полезного здесь забирайте. Вот именно что самое полезное выделите под красным. Будьте добры, связь. Если под красным, это смыслы. Потому что смыслы наши все. Нет смысла, нет нормальной работы, выгораем. Все равно выделю еще. У меня и раньше было убеждение, что устойчивый эффект может дать только психологическое образование, но здесь прям себе пометила красным, чтобы дополнить, что это непрерывное системное семейное образование. Потому что, да, вот не знают студенты, но мы как раз недавно говорили про то, что в семье, где один обучается, системы нет. Это достаточно сложно. Поэтому обучение это должно быть системное, семейное. Вот здесь у меня прям красным-красным. Ну и про цифровую гигиену, в которой, в принципе, там мы стоим уже 100 лет, да, что здесь тоже важно пакетирование времени, потому что идем-то мы не через насилие, идем все-таки через любовь. Поэтому вот это забираю с собой. Спасибо большое. Глубоко, с энтузиазмом, и связь радует. Я не устану радоваться связи. Спасибо всем, кто взял свой микрофон. Посмотрим, что у нас есть. У нас с вами есть снова QR-коды, да, записаться на курс этот вашим знакомым. Работайте с этим прям слайдом, заберите просто слайд, прям фотографию делайте. Курс чудесный «Твой мозг, твоя вселенная», 30 лет опыта, да, в лаборатории МГУ. Замечательно. Есть коротко и ясно. Сознание, поведение бессознательное. 200 лет мы работали, а вот за 6 часов заберете экспресс-курса на домашнее обучение, пожалуйста, прям подросткам даже нравится. Десятиклассники рады. Я говорю, все понятно мне прям. А ты девятиклассник? Да все там понятно. Да молодцы. Заберите, пожалуйста, и я посмотрю, как у вас здесь реакции. Я не устану благодарить команду Института гуманных технологий Интернатива, хэштег Интернатива. Смотрите, сколько лет уже работают, да? И, конечно, деканат на кафедре нейропсихологии Международной академии фундаментального образования за организацию этого эфира. Этот эфир благотворительный. Спасибо всем, кто делает вклад, прежде всего, вниманием к теме, да? Примените, скажем, все, что здесь было, может быть, какую-то часть, и передайте, пожалуйста, вашим студентам, клиентам, детям или близким. Запись, я думаю, можно взять в плановым, почему бы и не да. Спасибо всем за внимание. До связи по расписанию на кафедре нейропсихологии. Всего доброго.